Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Сегодня я покажу вам, какие дома продаются в нашем селе Подвис в Болгарии этой весной. Для тех, кто еще не знает, село Подвис находится в Бургасской области рядом с таким вот прекрасным озером, вернее, Изавиром, и лесом. В селе сейчас проживают болгары и много иностранцев. В основном это россияне. Раньше было около 100 российских семей. Сейчас, правда, россиян становится меньше. Кто-то уезжает обратно в Россию, кто-то перебирается в город, чтобы работать. И в селе все больше становится жителей из других стран. Из Германии, из Канады, Израиля, Польши, Прибалтики и даже из Новой Зеландии. В общем, в Подвисе сейчас живут люди со всего мира. О селе Подвис у меня уже есть несколько видео. Кто их не смотрел еще, ссылки на них я оставлю в описании под видео. А сейчас я покажу вам 4 дома, которые сейчас продаются. Цены за прошлый год достаточно сильно выросли, что, впрочем, и неудивительно, потому что цены в Болгарии за прошлый год выросли на все. Начнем сегодня с самого дорогого дома. Этот дом много лет назад купили россияне и отремонтировали его для своей комфортной жизни. Он очень красивый и оригинальный. Очень многое они делали сами своими руками. Например, вот эти камни, которыми облицован дом, они сами собирали и сами так красиво его украсили. Внутри дома тоже все очень удобно и красиво, потому что все делалось для себя. Внутри я сейчас не была и с хозяевами сейчас не общалась, поэтому видео внутри дома у меня нет. Я не занимаюсь недвижимостью, но по вашим просьбам я сделала это видео. Если кого-то заинтересует какой-то дом, посмотрите на болгарском сайте Алло.бг. Цена этого дома 115 тысяч евро. Следующий дом тоже был отремонтирован для себя россиянами. В нем тоже все удобно, комфортно и красиво. Во всем доме есть отопление. Я имела в виду не централизованное. В Болгарии нет централизованного отопления, тем более в селах. Я имею в виду, что по всему дому проведены трубы с батареями, то есть по-болгарски отопление с водной ризой, по-русски с водяным контуром. Также весь дом теплоизолирован. И стены, и потолок, и полы. Как и в первом доме, все делалось для себя, все продумано и тщательно сделано. Можно сразу заезжать и жить, хоть зимой, хоть летом. Стоимость этого дома сейчас 69 тысяч евро. Следующий дом я увидела случайно, проезжая мимо на велосипеде. Объявление висело вот прямо на стене дома. Цену я точно не знаю. Посмотрела в Алло.бг, там нашла этот телефон. На этот номер телефона я там нашла только одно объявление, и, вероятно, это как раз этот дом. И хотят за него тоже 69 тысяч евро. И если я все правильно поняла, то состояние у дома внутри новое, хорошее, отремонтировано совсем недавно. И после ремонта там еще никто не жил. А следующий дом самый дешевый на данный момент, но он без ремонта. Этот дом тоже был куплен россиянами примерно 10 лет назад. Они тогда думали его ремонтировать, но вроде так ничего делать и не стали. Вероятно, потому что уже в те годы было совсем недешево ремонтировать.
Если сам дом в те годы можно было купить тысяч за 6-10 евро, то ремонт дома в те годы уже стоил в несколько раз дороже стоимости дома. А сейчас ремонт дома – это и вообще фантастические цены. Например, ремонт крыши начинается где-то от 6 000 евро и до бесконечности. Мои знакомые в том году ремонтировали крышу дома. У них крыша была в лучшем состоянии, чем это, и нужно было только немного ее подремонтировать. И они очень долго искали ремонтников, и меньше чем 10 тысяч им никто не предлагал. Но в итоге все же нашли за 6. А если же крышу менять полностью, и дом большой, то, может быть, и до 40 000 дотянуть ремонт крыши. Но крыша на этом доме не очень плохая. Но ремонтировать ее нужно точно. Это видно. А кроме крыши, все остальное внутри тоже надо будет ремонтировать. И электрику, то есть всю проводку менять. Оставлять старую проводку просто опасно. Это тоже недешево. Нужно будет штробить стены, потом их замазывать. Воду, думаю, что в доме ее нет. Тоже надо будет все проводить. Делать ванную комнату. Ванных комнат в старых болгарских домах не бывает. Окна менять, двери, утепление делать. Если не всего дома, то хотя бы пол, потолок. В общем, ремонт этого дома сейчас будет стоить недешево. Думаю, ремонт станет больше, чем цена дома в 2 раза, а то и больше. Хотя цена этого дома на данный момент небольшая, всего 20 000 евро. И дом находится почти в центре села, но прямо на центральной улице. Земельные участки у всех этих домов не очень большие. Примерно 7-8 соток. Но, на мой взгляд, вполне достаточно. Вот такие дома продаются сейчас в нашем селе. Цены, конечно, выросли за прошлый год, но по сравнению с квартирами в городах это все недорого. Сейчас в Бургасе, например, маленькую студию за 69 000 евро и то купить сложно. Она будет где-нибудь на 5-м этаже в доме без лифта, да еще и без ремонта. А стоимость ремонтов очень выросла за последние годы. Я постараюсь сделать видео о ценах на строительные материалы и сами ремонты в ближайшее время. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока!